3 кота. Два кота! И одна кошечка. Мяу. Деревья. Однажды мама, папа и котята отправились в парк погулять. Ничего не понимаю. Это наша любимая лужайка? Конечно, наша. Вот кусты рябины, а там большой камень. Только на месте деревьев теперь стоит эта беседка. Эти деревья повалил сильный ветер, пришлось их распилить, а вместо них поставить беседку. Ну вот. Жалко. Без деревьев уже не так красиво. Ой, что это? Смотрите, как их много. Это желуди. Если желудь посадить в землю, из него вырастет дерево. А давайте посадим где-нибудь эти желуди, и из них вырастут разные деревья. Так не получится. Из желудей вырастают только дубы, а другие деревья из других семян. Да. И сначала нужно вырастить саженец, а потом пересадить его в землю. Давайте купим в магазине семена, вырастим саженцы и посадим их у нашего дома. Здорово! Миу, 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 миу. Мама привела котят в отдел садоводства, чтобы они выбрали деревья, которые хотят вырастить. В каждом пакетике лежит семечко, из которого вырастет дерево, нарисованное на упаковке. Я посажу березку. Мне нравится ее белый ствол с пятнышками. А я посажу дуб. Он большой, и на нем растут желуди. А я тогда посажу клен. У него осенью самые веселые листья. Дома котята посадили семена в горшочки, чтобы они дали ростки. Ну и где мой клен? У меня тоже ничего не выросло. Мама! Нам продали бракованные семена. Котятки, саженцы так быстро не появляются, им нужно время. И сколько нам ждать? Чем лучше вы будете о них заботиться, тем быстрее они вырастут. Ты, березка, давай, поскорее вырастай. Когда ты вырастешь, я сразу посажу тебя в нашем дворе. А потом на тебе вырастут желуди. Смотри, какие они классные. Прошло несколько дней, а ростки все не появлялись. Мама, моя березка что-то не растет. Мой клен тоже, хотя я уже 100 раз его просил. Тут нужно много терпения. Деревья в парке тоже долго росли. Смотрите, мой дуб, он наконец-то вырос. Разве это дерево? Это какая-то трава. Где ствол, где ветки? Они появятся потом. Сперва росточку надо окрепнуть. Правильно, Компотик. Когда он подрастет, мы пересадим его на газон. Пойду потороплю свой клен. А я свою березку. На следующий день показались ростки березки и клена. Что-то ты, березка, медленно растешь. Ну расти же скорее, скоро лето кончится. Давай, не ленись, а то береза и клен тебя обгонят. Котята ежедневно заботились о саженцах, и они росли все выше и выше. И вот наступил важный день. Ну что ж, наши саженцы окрепли, и теперь их можно пересадить в землю. Ура! И потом, через несколько лет, они превратятся в настоящие деревья. Несколько лет? Да мы успеем состариться. Как можно так долго расти? Все деревья растут долго, зато потом они долго живут. Вот смотрите, какими были наши деревья в парке, когда я был маленьким. А вот какими они стали. И ваши ростки будут не хуже. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем из этих ростков настоящий лес для наших игрушек. И, кстати, мы с мамой тоже вырастили у себя в комнате несколько будущих кедров, сосен и яблонь и... Тополей. Точно, тополей. Здорово! Миу, 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 миу. Ух, теперь бы не заблудиться в таком густом лесу. Не всегда то, чего хочешь, появляется быстро. Иногда приходится подождать. Но результат того стоит. Загадочная находка. Однажды котята искали в подвале скотч, чтобы наклеить свои рисунки на стену. А это что такое? Это точно не бинокль. Может, это можно включить? Тут нет никаких кнопок. И провода тоже нет.
А может, это можно открыть? Ура, открыл! О, да это же скотч! Скотч липкий, а эта лента нет. Непонятно. А вдруг эта штука вообще не с нашей планеты? Может, ее оставили пришельцы? Может, через эти отверстия можно переместиться на их планету? Эй, а я? Надо показать эту штуку Гоне. Он знает о пришельцах все. Точно! Миу, 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 миу. Котята отнесли загадочный предмет к своему другу Гони, который живет по соседству. Нет, это точно не от пришельцев. У них все сложнее. Должны быть кнопочки, лампочки, экраны. А здесь ничего такого нет. А может быть, эта штука прилетела к нам из далекого будущего? Перед вами портал в прошлое. Просьба ничего туда не ронять. Ой! Упс, этот объект отправился в прошлое. А вдруг эта штука из сказочного мира, и она исполняет желание? Хочу стать невидимой. Мы тебя видим. Все, мне надоело гадать. Давайте посмотрим в интернете. Папа! Мы нашли в подвале какую-то штуку и не знаем, что это. Можно мы посмотрим в интернете? Эта штука называется видеокассета. Видеокассета? Ну, это как флешка, только из прошлого. Сейчас на флешку можно записать что угодно. Фотографии, музыку и даже видео. А раньше видео записывали на такие вот огромные видеокассеты. Интересно, сколько лет этой видеокассете? Вдруг на ней видео про динозавров? Давайте посмотрим. Видеокассеты появились не во времена динозавров, а когда я был маленьким. Все равно, давайте посмотрим, что там. Как вставить ее в ноутбук? Никак, Коржик. Эти кассеты можно смотреть только через видеомагнитофон. Но видеомагнитофонов уже давно ни у кого нет. Я знаю, что надо делать. Надо спросить у дедушки. Он любит хранить старые вещи. Может, у него остался видеомагнитофон? Котята с папой приехали к дедушке, и оказалось, что у него действительно сохранился старый видеомагнитофон. Дедушка, а кто эти котята? Так ведь это же ваш папа! Это папа? А это мой брат, ваш дядя Кекс. Мы тут еще совсем маленькие. Я помню, как снимал это видео. Это же я с камерой! Я тоже помню. Я тогда приготовил свой первый торт из песка. Я так рад, что мы нашли эту видеокассету. Мы как будто попали в прошлое и увидели маленького папу и дядю Кекса. У меня тут много таких кассет. Давайте еще какую-нибудь посмотрим. Здорово! Миу, 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 миу. Хорошо, когда кто-то хранит старые вещи на память. Ведь благодаря им можно оказаться в прошлом. Каратисты. Однажды котята играли на улице и увидели своего друга Сажика. Эй, Сажик, привет! Поиграешь с нами? Привет! Спасибо, но я сейчас не могу. Я иду на карате. Пока. Какой Сажик молодец! Ни одной тренировки не пропускает. Ага, он станет крутым каратистом. Я тоже могу стать крутым каратистом. Кия! Сегодня попрошу маму купить мне форму. Ты будешь заниматься карате? Здорово! Миу, 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 миу. Мама купила Коржику кимоно с белым поясом для занятий карате. Та-дам! Видали? Я крутой каратист. Хия! Уай!
вообще-то пока еще не крутой. Тебе надо сперва походить на тренировки. Да ну их, я и так умею ногами махать. Хи-я! Тыщ! Ху! Уа! Хи-я! Хи-ха-хи! Хи-я! Ха! Хи-я! Тыщ! Ху! Ха! О, Коржик, ты тоже решил заняться карате? Пойдем со мной на тренировку? Не, у меня и так хорошо выходит. Это же просто. Это совсем не просто, и надо заниматься с тренером. Он поможет исправить твои ошибки. Сажик прав, надо заниматься с тренером. Тренер не нужен. В интернете полно видео про карате котят. Легкотня, я тоже так могу. Смотрите. Хей-я! Извини, Коржик, но ты делаешь совсем не так, как они. Распечатаем позы на принтере, тогда их точно повторю. Руки шире, Ху! ногу выше, спину прямее. О! Ай. Ой, да какая разница? Я все равно выгляжу круто. Хия! Нашим друзьям понравится. Коржик решил показать друзьям, какой он крутой каратист. Сейчас я выбью этот мяч ударом с разворота. О, звучит круто. Хия! Ой! Ой. Нет, нет, я сейчас. Хия! Да, костюм у тебя красивый, а прыгаешь ты так себе. Одного костюма мало, надо тренироваться. У меня тоже сначала не получался этот удар. Зато теперь... Ух ты! Круто! Значит, все дело в занятиях с тренером? Конечно, тренер учит тебя разным движениям, а потом ты их отрабатываешь. Чем больше тренировок, тем ты ближе к мастеру. А цвет пояса показывает, насколько ты крутой. Белый пояс дают новичкам, желтый – это уровень повыше. Потом идет много других поясов. Но самый крутой – это черный пояс, потому что это пояс мастера. Я тоже хочу стать крутым каратистом, как ты, Сажик. Я знаю, что надо делать. Надо ходить на тренировки вместе с Сажиком, потому что он их никогда не пропускает. И поэтому у меня уже зеленый пояс. Сажик, можно мне ходить вместе с тобой? Обещаю не пропускать. Конечно, можно. Коржик упорно ходил на каждую тренировку, а вскоре состоялись показательные выступления. Ура! У меня теперь желтый пояс. Да, он означает, что у Коржика все очень хорошо получается. Как же хочется получить черный пояс. Ух ты! Если упорно тренироваться, то и черный обязательно получим. Здорово! Миу, 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 миу. Так Коржик узнал, что крутого каратиста можно определить по цвету пояса. Но чтобы получить такой пояс, нужно много тренироваться. И делать это лучше всего с друзьями. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! Пока. У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке? Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. Или... В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками.
А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура! Мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Интервью. Однажды мама ждала в гости журналиста, чтобы дать ему интервью для городской газеты. Мамино интервью смогут прочитать все жители города. А давайте мы тоже возьмем у мамы интервью. У мамы и еще у кого-нибудь и напечатаем их в своей газете. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Карамелька берет интервью у Лапочки. Вот красивый цветок. А вот этот еще красивее. А вот этот самый красивый. Но не такой, как этот. Сажик, расскажите нам о ваших увлечениях. Эту маску я сделала из картона. Вот. А картон вырезал из коробки. А коробка была от телевизора. Вот. А ножницы мне дала мама. Запись пошла. Меня, как дизайнера детской одежды, очень радует моя новая коллекция цветных плащей. Обратите внимание на эту модель. Она скроена из специальных материалов, предназначенных только... Ой. Потому что я использую только натуральные ткани. Хлопок, лен и другие. Хлопок, лен и другие. Особенно трудно подобрать цвет. Но самое интересное – это фасон. Вообще не интересно и ужасно долго. И у Лапочки тоже. От этих цветов уже в глазах рябит. Сажик тоже много-много всего неинтересного рассказал. Может, лучше не будем это печатать в нашей газете?
Нет, будем. Просто надо сделать все интервью поинтереснее. Точно. Например, написать, что у Лапочки дома растут дикие джунгли. И написать, что Сажик живет в черной-черной комнате. Компот, садись на диван. А где он? Да вот же, черный диван, рядом с черным столом. Ой, Да, а про мамины плащи напишем, что они делают котят невидимками. На таких плащах и грязи не видно. Котята напечатали газету на папином принтере. Свежие газеты! Свежие газеты! И тут приехал журналист, которого ждала мама. Добрый день. Добрый день! Свежая газета. Интересно. Здравствуйте. Вы, наверное, приехали взять у меня интервью? Конечно, ведь ваши плащи-невидимки станут сенсацией. Я уже вижу заголовок «Детская одежда будущего». Какие плащи-невидимки? Так вот же. Или что, в этой газете что-то напутали? Про меня точно напутали. Я выращиваю красивые цветы, а не дикие джунгли. А я рассказывал, как надо пугать, а вы это не написали. И комната у меня не черная-черная. Ну да, мы все это сочинили, чтобы ваши интервью стали поинтереснее. Но всем интересно читать интервью как раз потому, что из них можно узнать правду. ну вот, зря мы все это выдумали. Я знаю, что надо делать. Котята и журналист пишут совместную статью в городскую газету и выбирают для нее только все самое интересное. Ого! Ваши интервью напечатаны в городской газете? Здорово, что Лапочка играет своим цветам колыбельную на ночь. А я теперь знаю, отчего паук Сажика так прыгает. И вы нарисовали к маминому интервью столько картинок? Все интервью получились такими увлекательными, а главное, все написанное правда. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так котята поняли, что в хорошем интервью правда гораздо важнее выдумки. Точно в цель. Однажды после завтрака котята рисовали в своей комнате. Точно в цель! Я самый меткий! Вот видите? То есть ты всегда попадаешь точно в цель? Конечно, можем поспорить. А на что спорить будем? На папин десерт. Самый меткий получит все 3 порции. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот видишь, я тоже могу попасть точно в цель. А ты попробуй попасть, если корзина будет стоять дальше. Ой. Недолет. Это потому, что бумага слишком легкая. Надо кидать что-то потяжелее. Котята решили кидать вместо бумаги шерстяные клубки. Ой. Надо кидать то, что не запутается. Например, игрушки. Ура! Я самый меткий. Все 3 десерта мои. Нет, надо попасть точно в корзину, а не на корзину. Тогда лучше кидать что-то простое и гладкое. Котятам кажется, что кидать персики – это хорошая идея. Ой, мы испачкали пол и диван. Что же делать? Нужно бросать что-то покрепче.
Я знаю, за мной! Так, смотрите, как я попаду точно в цель. Котятки, а вы не знаете, где наш арбуз? Вот это точно в цель. Что тут такое? Похоже, котята решили устроить фруктовый бой. А если бы арбуз упал и разбился, все вокруг стало бы липким. И еще все остались бы без десерта. Я ведь собирался сделать фруктовый салат с арбузом. Простите, мы просто поспорили. Кто из нас самый меткий, тот выиграет десерт и всех остальных. Похоже, котятки, тут никто из вас не выиграл. Да уж. А узнать, кто самый меткий, можно было и другими способами, не раскидывая при этом вещи и еду. Да, мы как-то не подумали. Но я знаю, что надо делать. Надо, как обычно, все убрать. Да. Вот молодцы! Теперь все вещи попали точно в цель. И для таких метких котят я приготовил фруктовый салат из арбуза и персиков. После десерта, котятки, мы пойдем на улицу. Там вас ждет сюрприз. Я приделал к вашему домику кольцо с сеткой. А я накачала вам баскетбольный мяч, чтобы вы попадали им точно в цель. Ого! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята начали осваивать баскетбол. И теперь для них это не просто спор, а увлекательная игра. Мамин цветок. Однажды котята устроили дома игру с подушками. Ой, может, нам лучше положить подушки? А то вдруг мы попадем в люстру. Люстра высоко, а мы еще маленькие. Мы даже до нее не добросим. Смотри! Но подушка попала в горшок с любимым маминым цветком. О, мама очень расстроится. Да, она заботилась об этом цветочке еще с тех пор, как он был маленьким ростком. А потом она так радовалась первому бутону. А помните, как на выставке цветоводов маме за него дали приз? Мы обязательно спасем мамин цветок. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Надо склеить горшок. Сейчас я принесу клей. Ну вот, почти как новенький. Клей для бумаги. Ой, этот клей слишком слабый. Горшок им не склеить. Но у нас нет другого клея. Как же починить горшок? Нам не нужен горшок. За мной. Вот, самая красивая кружка. Коржик, сейчас не время пить чай. А я и не собираюсь пить чай. Мы посадим в эту кружку цветок. Готово. Теперь у маминого цветка новый дом. Коржик, кажется, цветок загрустил. Не может быть. Это же такая красивая кружка. Из нее же так хорошо пить. О, может, цветок надо просто полить? Котята так хотели помочь цветку, что перестарались и налили слишком много воды. Коржик, компот, теперь цветок еще сильнее загрустил. У меня есть книжка, где написано, что растения любят музыку. Тогда скорее. Надо сыграть маминому цветку что-нибудь веселое. Подождите, давайте лучше сыграем что-то красивое, но очень спокойное.
Котятки, какая чудесная музыка. Ой, мой цветок. Прости нас, мама. Мы бросались подушками. И разбили горшок. Что же вы сразу мне не сказали? Не хотели тебя расстраивать. Думали, что сами все исправим. Но у нас ничего не вышло. Так, без паники. Я уже здесь, и цветок еще можно спасти. Я знаю, что надо делать. В следующий раз, если что-то случится, мы сразу расскажем маме. Правильно, котятки. А сейчас надо срочно принимать меры. Мы пересадим цветок в новый большой горшок. Сначала насыпаем камушки, чтобы вода в горшке не застаивалась. Добавляем земли. Передайте ко мне цветок, котятки. Теперь можно полить, но немножко. Ну вот, все исправили. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мама! Я случайно разбил кружку. Молодец, что сразу сказал об этом, Коржик. Пить из такой кружки уже не стоит, но можно склеить ее и посадить в нее какой-нибудь цветочек. Вот так котята поняли, что мама всегда поможет им все исправить, если они вдруг ошибутся. И даже разбитой чашке найдется новое место. Арбузный день. Как-то раз котята с родителями отправились на арбузный фестиваль. О, какая громадина! А вон там призовой арбуз. Ого, вот бы его попробовать. Дорогие друзья, вы можете выиграть этот чемпионский арбуз. Надо только победить в семейных соревнованиях. В команде должно быть 2 взрослых и 1 котенок. Чур я за котенка! Папа, мама, давайте поучаствуем! А мы с Компотом будем за вас болеть. Отличная идея. Если мы выиграем, то этого арбуза нам хватит надолго. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Прошу за мной! В соревнованиях принимают участие еще Гони и Сажик со своими родителями. Начинаем первый тур. Надо пробежать по этим мячикам и не упасть в воду. Каждый участник – это 1 балл. Приготовились? Начали! Вперед! Хорошее начало! Похоже, все справится с этим заданием. Не переживайте, папа, шанс на победу еще есть. Такую жару не мешает искупаться. После первого тура команда Сажика опережает других на 1 балл. Ну вот, наша команда проигрывает. Они еще могут выиграть, если победят в следующих турах. Мама! Папа, Коржик! Итак, второй тур. Участникам нужно проехать на огромной бочке, перебирая ногами. Это очень непросто. Я так в детстве катался на бочках. Это же было 100 лет назад. Ты помнишь, как это делать? Папы ничего не забывают. Давай, папа! Ого, вот это техника! Вам бы в цирке выступать! Ой. Да, не все дошли до финиша, но при этом очки равны. Теперь все решит третий тур. Нужно попасть этим мячом в корзину. Начинает команда Сажика. Команда Гони сравнивает счет. Ой. Наша команда может выиграть. Теперь все зависит
ищет от коржика. Кто-нибудь, помогите! Молодец, коржик! Точный бросок коржика, похоже, меня спас. Но на табло ничья. И по нашим правилам приз не достанется никому. Нет, пускай коржик будет победителем. Мы согласны, он это заслужил. Приз коржику! Точно! Ну, раз так, чемпионский арбуз присуждается команде коржика! Здорово! Миу, 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 миу. Я знаю, что надо делать. Мы поделимся арбузом со всеми участниками. Вот так команда коржика выиграла главный приз. А котята поняли, что хороший поступок – это тоже победа. Автосервис. Как-то раз котята вместе с папой ехали в гости к дедушке. Ой, кажется, с нашей машиной что-то не так. Надо посмотреть. О, похоже, котятки, поездка к дедушке откладывается. Ну вот. А ты не можешь починить машину? К сожалению, это не так просто. Наша машина перегрелась. Вот, смотрите. У машины температура, она заболела. Можно и так сказать. А вылечить ее могут в автосервисе. Это как больница для машин. Больница? Хотите поехать и посмотреть, как будут чинить нашу машину? Да! Здорово! Миу, 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 миу. Машину в автосервис везет эвакуатор, а папа и котята едут на такси. Ого, как тут круто! А вот и машинный доктор, механик автосервиса. Здравствуйте! Привет! Наша машина перегрелась. Дайте ей таблетку от температуры, чтобы мы скорее могли поехать к дедушке. Машины лечат не так, как нас. Хотя сперва мы тоже слушаем мотор, как врачи слушают сердце. Ой, как она хрипит и стучит. Когда мы починим ей мотор, она перестанет так шуметь. Но наша машина не хрипит и не стучит. Что же с ней не так? Сейчас мы это узнаем. Ага, сломалась система охлаждения. Но мы разберемся, почему это произошло. А долго надо разбираться? В этом деле не стоит спешить. Заглянем под машину. Нет, котятки, нужно поднять автомобиль. А делает это специальный механизм. Вот в чем проблема. Продырявилась вот эта трубка. Видите? Нужно заменить ее на новую. Ну вот, менять. Давайте просто заклеим ее пластырем и поедем к дедушке. Да, мы же заклеиваем свои царапины, и они сами проходят. Наш организм сам умеет заживлять царапины, а у машины само ничего не проходит. Бедненькая. Поэтому здоровье машины нужно периодически проверять. Это поможет избежать поломок в дороге. Папа, а ты давно проверял машину? Ну, вообще-то, да. Пожалуй, пора сделать очередной осмотр. Ничего не о. Здоровье машины тоже важно. Я знаю, что надо делать. Мы не поедем сегодня к дедушке. Пусть нашу машину осмотрят и починят. Согласен. А то мы потом еще куда-нибудь не доедем. Котята решили никуда не торопиться, чтобы механик спокойно сделал свою работу. Ну что ж, я заменил дырявую трубку и все проверил. Тормоза в порядке, и все остальное тоже в хорошем состоянии. Значит, наша машина полностью здорова? Да, работает как часы. Спасибо огромное. Ну что, котятки, поехали домой. Да!
Хотя с машиной теперь все в порядке, котятам немного грустно, что они не увиделись с дедушкой. Привет, мои дорогие! Дедушка! Я узнал, что у вас сломалась машина и решил сам приехать, чтобы повидать вас. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята узнали, что машину нужно иногда возить в автосервис и проверять ее состояние. И тогда приятные встречи обязательно состоятся. Фотосессия. Каждый год, когда расцветает кактус, папа с мамой везут котят в фотоателье, чтобы сделать семейную фотографию. Добрый день! Приветствую, всех давно не виделись. Целый год прошел. Пора сделать очередное фото для нашего альбома. Ну, значит, снимаем как всегда? Как всегда скучно. Да, каждый год одно и то же. Отчего же? Вы за год очень подросли. Это да. Но здесь-то все то же самое. Опять будет, скажите, Миу. А давайте фотографироваться в костюмах. Вон их сколько. А что, неплохая мысль. У меня есть костюмы на любой вкус. Можете выбирать. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Я буду динозавром. А я суперкошкой. А я рыцарем. А я всегда хотел побыть в роли рок-звезды. А я буду царицей Египта. Скажите, Миу? Миу. Ну, посмотрим, что получилось. Мордочек не видно. Непонятно, кто есть кто. Да, кажется, не лучший вариант. Давайте переснимем. Нет уж, не нужно переснимать. Лучше мы сделаем фото без костюмов. Смотрите, а вон там мы будем и в костюмах, и наши лица будут хорошо видны. Ой, сейчас, секундочку. Этот кит не моего размера. Осторожнее! Ой! Все целы. Может, попробуем сфотографироваться, как обычно? Нет, давайте сделаем пирамиду, как в цирке. Готовы? А теперь скажите Миу. Ну что, есть удачный снимок? Сейчас посмотрим. Ой, простите, я случайно чихнул. Ты не виноват, Компот. Но мы еще никогда не тратили так много времени на семейное фото. Да, раньше все получалось быстро и хорошо. Вот, пролистайте ваш альбом. Да, вот наше первое семейное фото. Мы сделали его за секунду. Конечно, а то наш малыш Компотик мог заплакать в любой момент. Это Компот? Какой он маленький. Совсем не такой, как сейчас. Да-да, это ведь старая фотография. Но Компот подрос, и появился малыш Коржик. Он тоже подрос, а Компот стал еще старше. А потом появилась малышка Карамелька, которая тоже потом стала расти и меняться. Наши семейные фотографии без костюмов очень разные. Конечно, вы ведь растете и меняетесь. И наш кактус тоже растет. Значит, нам лучше фотографироваться, как обычно. Да уж, придется, а то будет не видно, как мы поменялись. Я знаю, что надо делать. Мы можем каждый раз фотографироваться в разных новых местах. Какой творческий подход! Здесь недалеко есть отличное место, не хуже моего ателье. Здорово! Миу-миу-миу-миу!
Вот так котята поняли, что на семейном фото главное не наряды или украшения. Главное — сама семья. 3 кота